Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и в это трудное время, когда Конор Макгрегор рассказывает миру об особенностях взаимоотношений кавказских народов, мы поговорим о человеке, который очень хочет в UFC, который уже 3 года подписан в UFC и который почему-то никак там не дебютирует. Речь о знаменитом борце тяжеловесия Беляле Махове, который еще в 2012 году уверенно говорил мне, что намерен идти в смешанное единоборство. Что происходит с ним сейчас и что говорят о нем в UFC? Ответы в этом видео. Я когда общался с Белялом Маховым, он рассказывал, что вы с ним боролись там какое-то запредельное количество времени, чуть ли не по 3 часа, и все уже заходили в зал и говорили: ну вы что, уже тренировка давно кончилась. Белал Махов вообще уникальный парень. Он мне, во-первых, когда с ним работал, он меня не травмировал, то есть все делал аккуратно, все объяснял, все показывал. И после тренировки он мне сказал: пока у нас будет, пока кто-то из нас не сдастся, то есть как бы будем бороться. Но у меня как бы тоже уже, я думаю, надо как-то и уже показать, что тоже сила воли есть. Мы, короче, с ним после тренировки 3 часа боролись еще. Я уже думал, кто-нибудь может прийти или нет. Вот Сажидов пришел, он был главным тренером, говорит: пацаны, вы что, давайте уже время обедать. Я думал, наконец-то. А Белал Махов был готов еще, я не знаю, 3 часа бороться. Физически очень здоровенный, показал мне отличную технику, красавчик. Какой ему соперник? Он там честно со мной играючи боролся, а я уже выкладывался. Он одной рукой там мог что-то меня... Он объяснял, показывал технику. А потом просто мы толкались, там, я не знаю, переходы всякие он мне показывал. Я вам скажу одно, после того, как я приехал в Америку в зал Грегу Джексона после Белала, я вообще никого не чувствовал. Вообще никого не чувствовал. Я Белала один раз приглашал с ребятами, когда я дрался в Москве в 2012 году на Fight Nights. Вот, Белал приезжал, да, а после этого что-то как-то никак. Телефон мне какой он мне давал, что звонил, наверное, поменял номер телефона. У меня так похожая проблема. Да. Вот смотрите, он подписан в UFC, были бы 5 боев, и контракт начинается с того момента, когда он захочет драться, в любой момент. Да. Как думаете, почему он не идет? И если бы пошел, чего бы достиг? Да я не знаю, слушайте, у него характер есть, он физически очень сильный, ему там борцовскую технику точно ставить не надо, ему немножко ударку поставить, и я думаю, он молодой пацан, у него там ему еще идти. То есть, я думаю, что у него запас точно лет 10 как минимум есть. Топ-10 вошел бы? Он? Да. Да не, он поднялся бы выше, чем топ-10. То есть он бы, наверное, только начал бы драться, он бы сразу наверное, топ-10 был. Bill Mack, we are waiting for you here in the UFC. По свежим фотографиям можно заметить, как похудел Белял. Лет 7 назад его вес иногда доходил до 140 килограммов. Затем он начал следить за питанием и держать себя в пределах 120. Сейчас же вес Беляла составляет 110-112 килограммов. Причина не очень хорошая. Недавно он перенес операцию на спине, ограничен в нагрузках и потерял аппетит. В тренировочном режиме Белял потреблял в день около 9000 калорий, а сейчас, понятно, намного меньше. О том, что происходит с Белялом, мне рассказал его представитель Тигран Аванян. У него была проблема со спиной, проблема с позвоночником, очень серьезной, и ему пришлось сделать операцию. Он сделал операцию в Москве, и она прошла не совсем удачно. После чего ему потребовалось вылетать на еще одну операцию уже в Израиле. Вот в марте он прооперировался в Израиле, оперировал его Пекарский, это тот же врач, который оперировал Евгения Плющенко после его травмы позвоночника. И в принципе, вот травма Евгения Плющенко и травма Беляла, они сопоставимы на самом деле по тяжести. И сейчас, по сути, внутри Беляла инородное тело. И врачи ему запретили даже вот вплоть до сентября вообще, в принципе, даже тренироваться. Несмотря на то, что ему настоятельно рекомендуют завершать карьеру, но у него все равно есть полное желание продолжать выступать в вольной борьбе. И также его, как я понимаю, основная ваша идея — это его контракт с UFC, а основная то, что вас, скорее всего, интересует. 5 боев. Да, у него контракт с UFC действующий, и там, то есть, с ним буквально ежедневно ведутся разговоры, и там знают, в каком состоянии в данный момент Белял. И он не раз говорил, что я понимаю, что в связи с моим состоянием здоровья на данный момент, несмотря на то, что он регулярно ставит ударную технику, регулярно тренируется на лапах, первостепенное желание — это реабилитировать свое имя в вольной борьбе. Потому что, конечно, он хочет доказать всему миру и себе в первую очередь, что то, что с ним произошло в Рио-де-Жанейро, это все
недоразумение. Но в его планах и как продолжать карьеру в вольной борьбе, может быть, даже в греко-римской борьбе, это там, как он говорит, одно другому не мешает ему. И в то же время, конечно же, у него в голове сидит и мысль выступить и реализовать тот контракт, который он подписал по смешанным единоборствам. В России он тренируется, и когда он бывает в Америке, он тренируется в Кей-доджо, и когда он бывает в России, он Eagles MMA, то, что есть у нас клуб. Вот, В Москве. где отец Хабиба, да, Нурмагомедова. Правда, что у него, диагноз, это, может быть, конечно, я не медицинскими сейчас говорю словами, там откололся кусочек позвоночника, вот что-то такое, это действительно? Да, к сожалению, да, это действительно так. Вот сейчас это его последнее. Знаете, я вам откровенно скажу, даже я не думал, что там, в принципе, ранее это нигде не появлялось, да, но даже та информация, которую мы давали на сайте Федерации спортивной борьбы России, но я вам могу честно сказать, он буквально в прямом смысле слова лез на стенку от беспомощности вот сейчас, потому что и он говорит даже, представьте, да, в его жизни было, во-первых, и победы, поражения, это все понятно, но если чисто посмотреть такие его очень серьезные травмы он переносил. Во-первых, та травма плеча, которую он перенес, после нее обычно не возвращаются на ковер. Это я могу сказать, очень много есть примеров. А Белял вернулся, а у него еще до этого было ртутное отравление. Да. И вот сейчас, когда у него со спиной проблема пошла, после операции во-первых, он пропал на месяц, он там не появлялся. Я так спрашивал, как он там, что? Да, нормально, поехал подлечиться, все дела. А потом, когда Белял вернулся, никто не знал, то есть он как-то держал это. И он говорит, ты знаешь, наверное, это была самая сложная операция, и вообще, в принципе, я ее перенес сейчас. Это было не ртутное отравление, когда там было дикое восстановление, а вот именно сейчас, когда у него фактически, у него отломался кусочек позвоночника, и вот сейчас уже у него, я же про инородное тело, которое я рассказывал, это в связи с этим у него в организме появилось инородное тело. Но сейчас он уже нормально. Единственное, что, конечно, он пока что ему тяжело долго стоять, допустим, все. Но, конечно, о реабилитации буквально если боюсь соврать, раз 2,5 месяца точно, то есть он летает на реабилитацию и лечится. Еще ближайшие, может быть, полгода, 9 месяцев, 10 месяцев, может быть, он будет так долечиваться. Через год, я надеюсь, потихонечку он начнет выступать. И, поверьте, Белял будет бороться за право выступать на Олимпийских играх в Токио. До Токио он может совмещать и, например, и выступить в UFC, и при этом оставаться в сборной России? Нет ли в этом никаких противоречий? Да, он может совмещать, если будет позволять здоровье. Он, в принципе, так и планирует. До травмы, до позвоночника, после этого, скажу честно, не общался с ним на эту тему, но травму позвоночника он так и планировал. Он планировал совмещать. По контракту, который он подписывал с UFC, там есть пункт, в котором X-Fight не может ему мешать выступать в борьбе. То есть они не могут препятствовать как-то этому. Но совмещать он может, и, соответственно, учитывая, что у нас турниры у нас январь это отбор на Европу, потом грубо говоря, апрель-май это Европа, потом лето это Россия, и начало осени это чемпионат мира, да, то есть. А так, то есть в принципе, на Новый учитывая, год, что... Да, какой-нибудь ноябрь. Например, ноябрь, это запросто время, ноябрь, декабрь, и это время, и после которого может, в принципе, сделать, если там все, опять же, ляжет. Но самое главное, сейчас вопрос здоровья, потому что, знаете, если бы здоровье позволяло, Белял планировал сделать в конце 16-го, начале 17-го года свой первый бой. Но и там даже уже, знаете, уже даже шли разговоры о соперниках, даже уже настолько там уже прям конкретный разговор шел. Но эти травмы и реабилитация, к сожалению, не позволили этого сделать. Но, тем не менее, это все в силе, мысль такая есть у него, и она не просто есть. Он изо дня в день, он ни одного дня не проводит, и он львиную долю своего времени посвящает думам о том, как он дебютирует в UFC. Поэтому это его самое большое желание, и как дебютировать в UFC, так и в борьбе стать олимпийским чемпионом. И, наконец, Мурат Кештов, человек, который подписал Беляла в UFC. Белял Махов доверяет свою подготовку, когда он находится в Америке, только залу Кей-доджо. Насколько я понимаю, вы земляки. Да, мы земляки, черкесы. И я с Северного Кавказа. Вышел на Беляла я был большим фанатом его давно. Всегда у меня подсознание было, Беляла бы сюда, в Тяжах, у него пошло бы. В один день я взял и позвонил ему. И что интересно, он сам думал про это. Он ответил, я, говорит, сам хотел этого всегда, говорит, выступить в ММА, в октагоне, особенно в UFC. Так и пошло наша связь. Я плотно общался с UFC в то время насчет бойцов. Видеоролик такой хороший собрал, то есть его highlights с ролика
с видео, сделал ролик один. И все вместе собрал, отправил матчмейкеру. Они очень заинтересовались. Буквально на следующий день перезвонили и предложили контракт. Вот так просто очень получилось все. Мы кемп здесь, в Нью-Джерси, сделали один раз. Потом вот недавно я договорился организовать как сборы на UFC Performance Institute для Беляла. Они согласились, навстречу пошли, согласились оплатить все расходы, включая проживание, питание, еще перелеты. Ждем визу. Они ему сделают реабилитацию там, от травм. Как личность, как спортивная личность, они очень заинтересованы в Беляле. В этом спорте, Александр, я вот заметил, знаешь, одно. Вот борцы хорошего уровня, они быстро схватывают ударную технику. There's this Russian dude. He's so technical and so fucking stupid strong. He's freestyle. Oh, man. His fucking takedowns are ruthless. He runs through guys. Comes up against not a peep. Okay. Well, MMA is different. How do you say it? Bilyal Makavov. Is that how you say it, Brian? How do you say that? I would say it's Bilyal Makov. На этом все. С вами был Александр Лютиков. Подписывайтесь на этот канал. Через пару дней вас здесь будет ждать интервью с Джоном Джонсом. И переходите по ссылке в описании. Там можно выиграть 6 билетов на UFC в Москве и попасть на мастер-класс нашего земляка Джеффа Монсона.